Вот здесь мне больше нравится работать. Вот сейчас у меня баланс здесь 2942,23. Ребят, всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Существует множество способов зарабатывать денег в интернете, не покидая уютного дома. И главное, такой доход не просто реален, а может быть ощутим, способным перекрыть даже заработную плату по основному месту работы. Если, конечно, упорно трудиться. Сегодня я хочу вам рассказать, как заработать на копирайтинге в интернете. Наиболее популярных направлений деятельности в интернете, обеспечивающие стабильный и довольно неплохой уровень дохода. Суть заработка в написании статей на заказ. Вот здесь я работала раньше. Почему раньше? Вот видите, дата создания, то есть вывод средств. Последний раз это было 8 апреля. Почему 8 апреля? Потому что сейчас, к сожалению, здесь новых заданий пока еще нет. То есть у них такое бывает. До Нового года было здесь очень много. Я просто еле успевала. Минимальная сумма для вывода 1000 рублей. Максимальная сумма для вывода 15 тысяч рублей. Давайте начнем с главного. Здесь нет конкурсных заданий, то есть вы берете любую задачу на свое усмотрение, выполняете ее и получаете за это деньги. Доработки, конечно, возможно, но это встречается повсеместно. Суммы, конечно, не очень большие, то есть, если вы будете работать с утра до вечера, то есть, например, как обычный рабочий день, с 8 утра до 5 вечера или с 9 утра до 6 вечера, то, конечно же, можно зарабатывать больше. Вот у меня здесь маленькие суммы, потому что я работаю не только здесь. Если здесь есть хороший заказ, я беру здесь. Если нет, то здесь не работаю. Вот. Новичков вознаграждение вполне адекватное. Ниже 20 рублей за 1000 знаков без пробелов не бывает. Почему 20 рублей? 20 рублей это, конечно же, у нас рерайт. Сейчас я вам расскажу. Но максимальная планка для начинающих всего 45 рублей за аналогичный объем, но зато не приходится тратить силы на поиск заданий и попытку урвать их у более опытных исполнителей. В этом плане биржа прекрасна для исполнителя. Здесь мало конкуренции, но работы, к сожалению, пока мало. Когда наберете хорошие оценки и определенное количество выполненных заданий, сможете получить доступ к более приятным заказам, которые будут оплачиваться от 45 рублей и до 150 рублей, но придется потрудиться. Давайте рассмотрим, какие есть типы копирайтинга. Это микрозадачи, тут самые простые задачи. То есть сумма, конечно, тоже очень маленькие. 24 часа дается, вот 9 рублей 60 копеек за заказ. Давайте посмотрим. Здесь техническое задание, то есть то, что вы должны делать. Будет проверка уникальности. Для юридической тематики 70%, для остальных 80%, то есть для вас будет 80%. Стандартный копирайтинг, давайте посмотрим. К сожалению, сейчас нет свободных задач. Новых 0. В работе у меня 0, потому что новых задач нет уже давным-давно. Завершенные давайте посмотрим. Бывают некоторые дополнения от заказчика тоже. Техническое задание составлено непосредственно специалистами биржи. Бывают некоторые дополнения от заказчика. Здесь, например, просто нужно указать ссылки на источники информации. Это дополнительное техническое задание. Структура статьи. И здесь тоже много чего написано, то все это нужно внимательно прочитать. Здесь тоже технические требования по сервису, ссылку они сами дают. Классическая тошнота не более 10 пунктов, академическая тошнота не более 10%. То есть все это проверяйте, когда вы уже пишете. Здесь уникальность 93% у меня было. Ссылки на источники я указала. Это у нас категория сад и огород. То есть тут разные тоже бывают. Давайте дальше посмотрим нестандартный копирайтинг. Задание дает непосредственный заказчик также. То же самое, что и на обыкновенных биржах. Фактически просто исключается гарант. Техническое задание будет не унифицированным, а таким, какое устраивает предоставляющего его человека. Например, завершенный давайте посмотрим также. Кстати, оценки тут у нас. Пусть будет ламинирование волос в домашних условиях. Видите, здесь пишут: внимание, нестандартное техническое задание. Требования в этом техническом задании отличаются от стандартных заданий на копирайтинг. Будьте предельно внимательны и выберите задачи в работу только после прочтения задания.
заказчик вправе потребовать нестандартных проверок и да и вообще всего, что ему в голову придет. Поэтому мне вот эти нестандартные особо не нравятся. Но все-таки оценки у меня тут хорошие. Переводы. Переводов у меня нет. Покачивается достойно. Средняя стоимость от 80 рублей за 1000 знаков без пробелов. Но бывает и более приятная оплата заказов. Не знаю, мало, наверное, тоже может и есть. Но вот кто знает английский, немецкий, это вообще просто идеально. Для Яндекса Дзен. Кстати, вот для Яндекса Дзен. Стоимость за 1000 знаков 25 рублей. То есть сумма не очень большая. Нужно сделать. Сначала вам придется здесь сдать тестирование по русскому языку, которое мне показалось, не очень сложным. Нужно правильно ответить на 10 вопросов, а также написать короткое эссе на заданную тему. Минимум 1200 знаков без пробелов. И то, и другое получилось у меня с первой попытки, поэтому у вас тоже получится. В общем, на данный момент одна из самых перспективных бирж для заработка, если, конечно, там будут задания. Мне вот очень нравится эта биржа, но, к сожалению, пока вот заданий здесь нет, поэтому и преимущества. Здесь низкая конкуренция. Задача по первому отклику придется ждать, пока заказчик избежать неадекватных заказчиков. Кстати, насчет рерайта. У меня здесь тоже не так много, потому что здесь всего 20 рублей за 1000 знаков идет. То есть вот бывают тоже срочные. 639 символов, 111 рублей. Медицинская страховка в Таиланд. Какие есть недостатки? Это арбитраж. Хоть и адекватный, но в большинстве случаев станет на сторону заказчика. Если хоть бы получить переход к заданиям с высокой оплатой, нужно выполнить 40 заданий, получить среднюю оценку 4,4 балла и отказаться от работы не более двух раз. Минимальная сумма вывода составляет 1000 рублей. Я вам это уже показывала. В общем, они зарабатываются за несколько дней упорной работы, что практически нереально для новичка на других биржах. И направление может буквально каждый человек, даже если вы считаете, что у вас нет литературного таланта, хотя бы попробуйте. В этом видео я подробно расскажу, как заработать на копирайтинге в интернете и какие шаги нужно сделать, чтобы стать успешным, востребованным и высокооплачиваемым автором. Это необычная биржа копирайтинга. Чтобы работать здесь, автор должен пройти отбор, а заказчик быть готовым платить минимум 30 рублей за копирайт и 20 рублей за рерайт. Поэтому здесь в значительной степени решена проблема демпинга, то есть ценовых здесь меньше, поэтому и конкуренция здесь маленькая. При заработок постоянного и активного копирайтера составляет 18 тысяч рублей в месяц. Вот здесь мне больше нравится работать. Вот сейчас у меня баланс здесь 2942,23. Давайте посмотрим. Уровень у меня здесь пока новичок. Здесь я тоже начала работать недавно. Средний заработок постоянного автора на бирже около 18 тысяч рублей в месяц. Максимальный заработок постоянного автора 50-55 тысяч рублей в месяц. Откуда знаю, у меня знакомая работает, то есть она зарабатывает намного больше, потому что это у нее основной источник дохода. И она пишет вот эти вот статьи уже несколько лет, насколько я знаю, 2-3 года. На сайте, естественно, подтвердить номер телефона обязательно. И нужно пройти тест по русскому языку. В тесте 30 вопросов, на ответы дается 15 минут. Вопросы преимущественно по орфографии и пунктуации. Нужно правильно ответить минимум на 75% вопросов. Если вы не сдали тест, пересдать его можно через 3 месяца только. Если сдали, биржа автоматически переходит на следующий шаг — написание сочинения. Напишите сочинение, выберите из списка одну основную и 2 дополнительные тематики, в которых вы хорошо разбираетесь. В поле ниже в свободной форме опишите, почему считаете, что разбираетесь в этой области. В соответствии с выбранной тематикой вам нужно будет писать сочинение и заказы. Видите, у меня в работе 3 заказа. До сдачи осталось 24 часа. Тут здесь 20 часов и 7 часов, то есть они разные. На доработке у меня 0, на проверке пока 0, то есть готовых 43. То есть 43. Нажимаете «Приступить к работе», начинается отсчет времени до дедлайна. За 5 часов до дедлайна биржа пришлет вам напоминалку на почту. При отправке статьи заказчику тест автоматически проходит проверку на уникальность. То есть если заказчик установил минимальный процент уникальности, а статья его не набрала, она автоматически отправится на доработку. Проверка занимает какое-то время, это примерно 5-10 минут, поэтому дождитесь ее окончания, чтобы при необходимости доработать уникальность. Деньги зачисляются на ваш баланс.
вот дается 3 дня в случае стандартного заказа, 12 часов в случае срочного и 3 часа в случае сверхсрочного, то есть заказы тоже бывают разные. Если за это время заказчик не проверит текста, деньги автоматически зачислятся вам. Также в случае каких-то вопросов заказчик может отправить текст на доработку. Исполнители новичок, продвинутый, опытный, профи и мастер. Чем выше уровень, тем больше шансов получить заказ. Давайте вот посмотрим сейчас, какие заказы есть. То есть вот уже 72 заказа. Здесь выбираете тематику, то есть копирайтинг или рерайтинг, валюта заказа здесь в долларах и в рублях. Цена за 1000 знаков в рублях и в долларах. Заказчика, то есть можете вы с кем-то постоянно работать, то есть у вас будет свой постоянный заказчик, его номер и за какой период. И вот здесь заказы, например, профессиональная юридическая этика, то есть я уже здесь не стала ничего выбирать, просто смотрим, какие новые заказы есть. Это копирайтинг, план статьи, ссылки вот здесь тоже есть, где вы можете информацию посмотреть, ключевые слова, вот эти слова у вас обязательно должны быть в статье. Уникальность 85% здесь, время выполнения 6 суток 16 часов, время выполнения. И вот самые интересные, 40 рублей за 1000 знаков. То есть вы за весь заказ получите 280 рублей, минимум 160, максимум 280 рублей. Минимум это 160 рублей, это если у вас будет 4000 знаков, если 7, то есть это максимальный, то 280 рублей. Ну и так далее. Ничего сложного нет. Нужно закончить школу копирайтинга, история рерайтинга, профиль, ну и все остальные настройки. Самые страшные – сделать первый уверенности в собственных силах. Вот основное препятствие не только для начинающего копирайтера, но и для всякого, кто решается на что-то новое и неосвоенное. Существует два способа – радикальный и поступательный. Радикальный подходит не всем, так как он слишком экстремальный, что мотивация будет зашкаливать, движение вверх ускоряться. Суть такого старта в том, что вы сжигаете мосты. Второй вариант – движение вперед хорошо тем, вы не подвергаете себе сильнейшему стрессу, а занимаетесь самоподготовкой и обучением в комфортном режиме. Параллельно в том, что можно так никогда и не начать писать статьи, слишком слаба мотивация. Можно и строкой указать декрет и отпуск по уходу за ребенком. Матери с малолетними детьми часто вынуждены осваивать новые способы заработка в интернете. И минусы как копирайтинг, занятие, требующее существенно временных ресурсов. Со временем скорость работы может увеличиться, но качественную статью вы не напишете за пару часов. Заработки на начальном этапе. Обидно, когда ты тратишь уйму времени и сил на работу, а получаешь за нее копейки. Из-за низких заработков на старте львиная доля потенциальных копирайтеров отваливается сразу, к сожалению. Оставшиеся продолжают медленно двигаться вверх, нарабатывая опыт, связи, мастерство и собственный стиль. Третий – это страх. Сначала очень страшно, что не справишься, что вообще писать не умеешь, что в жизни... И какой у меня вывод? Можно ли стать успешным копирайтером за короткий срок? Мой ответ – нет. Будете вкалывать и развиваться. Даже если вы одаренный писатель, сначала придется поработать на имя и репутацию. Дорогим копирайтером не становится за пару месяцев. Для этого в интернете созданы все условия, нужно только верить в себя и быть готовым учиться и развиваться с выбранным направлением. У меня на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. Всем удачи, всем пока-пока.